Всем здравствуйте, меня зовут Игорь, это магазин emak.by, и сегодня я хотел бы вам рассказать о новинке, которая к нам приехала от компании Bigoda T4. На этом колесе за 2 дня я успел проехать около 80 километров, и есть что рассказать. Мои первые впечатления об этом моноколесе – это не то, что я видел на картинках. Когда смотришь на это моноколесо вживую, кажется, что диаметр покрышки не больше 14 дюймов, из-за того, что здесь полностью открытый корпус, и оно вообще маленькое. Зато когда ты пытаешься оторвать его от земли, то вес кажется запредельно большим. И это касается большинства форм-факторов от Bigoda, тех моделей колес, которые неудобно переносить. Для сравнения я вам расскажу, что большую часть своего времени я катаюсь на InMotion V12. Оно весит 29 или почти 30 килограмм. На той же Николе вес составляет 26 килограмм, но переносить InMotion V12 гораздо удобнее. Но переноска моноколеса в этом моменте не играет ключевую роль. Самое любопытное, что InMotion V12 кажется легче. Покатавшись на Bigoda T4, с первых секунд начинаешь получать кайф на небольших скоростях, потому что подвеска все-таки делает свое дело. Приятный момент в том, что здесь нет никаких верхних и нижних камер, здесь только один амортизатор, который ты накачал под себя и поехал. Колесо выглядит надежно, никаких скрипов и люфтов нету, по крайней мере пока, и я надеюсь, в дальнейшем не появится. Удобный экран для слежки текущих параметров, в том числе скорости и заряда батареи. Кстати, о батарее. Батарея в данной модели составляет 1800 Вт-часов, а мотор номинальной мощности, внимание, 2,5 кВт. Покрышка такая же, как у Bigoda Николы, 16×3. С моим весом 130 кг на этом моноколесе на одном заряде я смог проехать не более 60 км, если быть точным 58, при средней скорости 27 км в час. Что касается общей усталости и дискомфорта ног, если ты катался на модель Tesla 1, Tesla 2 и Tesla 3 и, возможно, замечал, что у тебя начинают болеть суставы в районе голеностопа, то в этой модели этого не ощущается. T4 не подрывает, как предыдущие модели, но мне кажется, что это связано с подвеской, потому что когда мы наклоняемся вперед, резко хотим ускориться, у нас сначала проседает подвеска, только потом начинает двигаться колесо. Небольшие бордюры, оффроуд, какие-то неровности, колесо проходит просто на ура, на небольших скоростях ты это абсолютно не ощущаешь. Более того, тебе приятно по этому ездить, и тебе хочется найти такой маршрут, чтобы он был неровный, чтобы вот опять ощутить эти впечатления, которые доставляют удовольствие при езде на этом моноколесе. В нашей версии это моноколесо с завода пришло с обычными педали Bigoda. Интересный, ярко выраженный габарит, состоящий из 2 частей сзади, имеющий 2 цвета, голубой и красный. Также есть возможность отрегулировать задние габариты по вертикали. Огромный плюс данной модели в том, что здесь установлено сразу заводское сиденье, вам дополнительно покупать его не нужно. Из минусов это сиденье не подходит под мой рост, то есть мне вообще неудобно ездить на этом колесе сидя, потому что ты коленями, как я прикалываю, закрываешь свои уши. Колесико маленькое, тебе неудобно. Дополнительный недостаток в том, что когда ты сидишь, ты не видишь спидометра, ты не видишь заряда батареи, в отличие от других колес. А на большинстве своих прямых маршрутов я катаюсь минимум 50% сидя, либо вообще весь маршрут сидя. Данная модель является 100-вольтовым, соответственно, зарядка тоже идет 100 вольт, 5 ампер. Не может не порадовать тот факт, что колесо от 0 до 100% заряжается чуть более 5 часов. 4 передних светодиода дают впечатление какого-то холодного освещения, больничного. Не понравилось. Общий вид данного моноколеса подчеркивает спортивный стиль. Но если у вас рост более 180 сантиметров, то это колесико под вами будет как детское. Упоры, которые идут в комплекте на этом моноколесе, выполняют свою функцию, но необходимо приклеить их на какой-то качественный двусторонний скотч, потому что тот, который идет в комплекте, он, к сожалению, не держится. И подушки у меня отвалились практически полностью на первый день. Но и без них, если ты агрессивно не катаешься, сильного дискомфорта не ощутишь. Вот интересный вопрос, взял бы ли я для себя это моноколесо на каждый день? Сразу отвечу нет, не задумываясь, потому что сидя на нем ездить дискомфортно, а я уже привык ездить сидя. Кому бы я мог порекомендовать данную модель? Наверное, людям, всем, которые не превышают рост 180 сантиметров и не превышают вес 100 килограмм. Оно вам зайдет, скорее всего. Ну и, наверное, людям, которые уже после 60 лет, для того, чтобы сберечь свои суставы, отличный вариант, мне кажется, будет. Подводя итог, можно сказать, что Bigoda старается, работает над своими ошибками, делает колеса красивее и интереснее. Отсутствие множества дополнительных частей корпуса внушает доверие. Нет корпуса, нет проблем с корпусом. И, конечно же, нам нужно узнать, надежны ли прикручены боковые батареи по бокам к колесу. А для того, чтобы это узнать, надо провести краш-тест, который я, конечно же, проводить не буду. Но надеюсь, что все с ними будет хорошо. Меня зовут Игорь, это был магазин emak. Спасибо за просмотр, до новых встреч!